Доброе утро, мои друзья! Сегодня воскресенье, потрясающая погода в Минске и добро пожаловать в мой новый домашний влог. Главная задача сегодня это зарядиться перед новой рабочей неделей, поэтому сегодня мы будем отдыхать, заниматься хобби, прогулками, а вечером с Димой мы пойдем в театр, там будет выступать наш друг, я, конечно же, возьму вас с собой. Я хочу поделиться с вами сногсшибательной идеей, которую я встретила на Pinterest. Будем стилизовывать старый пиджак. Я невероятно люблю стилизованную одежду, потому что такие предметы гардероба, они уникальны. Нигде такое не купить, скажем так. И у меня есть старый пиджак. Это, кстати, мужской пиджак, я его очень долгое время носила. Сейчас уже не ношу, потому что у меня уже есть новый, но этот люблю. Я на Pinterest встретила потрясающие идеи о том, как можно классно стилизовать этот пиджак. Это не занимает много времени и абсолютно не занимает много средств. Сейчас я вам все покажу. Переместились за мое рабочее место. Сегодня оно нам послужит в качестве нашей мастерской. Здесь пошел простой процесс, вся ваша фантазия. Ну, а если не приходят в голову никакие идеи, то я сейчас покажу вам идеи из Pinterest, которые понравились мне, и я попробую повторить что-то, используя свою фантазию и, конечно, насмотренность из Pinterest. Также будет классно, если вы найдете какую-то старую бижутерию у себя. Нашла вот такой кружочек, но я думаю, что он идеально подойдет. Этот нож мы купили на Бали, он вообще предназначен для того, чтобы колоть кокосы, но из-за того, что в Беларуси кокосов нет, мы сегодня будем резать картошку этим тесаком.
Пора составлять лук для похода в театр. На днях удалось найти шикарную пару джинс в Massimo Dutti. И сейчас я вам ее покажу. Эти джинсы классные тем, что они подходят на мой высокий рост, прямой крой. И такие вот здесь штучки по бокам. Они меня сначала немножко смущали, но потом, когда я одела, поняла, что выглядит это очень классно. Вот такой конечный лук у нас получился. Джинсы вообще не могу нарадоваться. Босоножки отлично подошли, мои новые. Купила в Страдиварусе на прошлой неделе. Правда, сегодня выбор туалетной воды у меня очень интересный. На днях была в Крафте и попробовала аромат Dolce Gabbana The Only One. И он мне очень сильно напомнил Антонио Бандерас, вот этот аромат. Он у меня очень давно лежит, он такой зимний достаточно. Ну, вот видите, его совсем мало осталось. Я им уже не пользовалась больше года, и мне так сильно напомнил тот аромат, вот этот, что я сегодня решила, что буду в нем. Пришли на ужин в ресторан Литвины. Оказалось, сюда не так просто пробраться в выходной день. Здесь подают национальные белорусские блюда. И пока мы ждем нашу еду, нам принесли салфетки под еду. Здесь можно вот почитать историю этого ресторана и немного просветиться об истории Беларуси. Вам есть что рассказать нам после прочтения салфетки? Ни одежда, ни быт, ничто не может отличить нас от других народов и стран, как еда. Интерьер и атмосфера ресторанов на стыке средневековья и ультрасовременных тенденций. Классная подставка для столовых приборов. Она из камня, очень тяжелая. Ну, я теперь себе домой такую хочу. Вау, красиво. После такого немного не healthy перекуса едем наконец-таки в театр. Интересная постановка должна быть, называется «Боинг-Боинг», про пилота, который встречается сразу с двумя, да? Или с тремя? С тремя стюардессами. В главной роли, напоминаю, будет наш друг. Посмотрим, как он там будет выкручиваться из этих всех ситуаций. Расскажу про впечатления. Сегодня на обед. Американушка улетает? Да, и что дальше? Моя американская невеста, ну так, взлетает через 10 минут. Ага. А Мишель приземляется через 15 минут. Мишель? Да, это моя французская невеста. Местная куколка. Она заедет только отобедать. То я была невестой Бернара до того, как... Дай! Дай объяснить! Я был помолвлен с ней до того, как мы помолвились с тобой. Что? В полном восторге. Дима, ты в восторге? Да, было классно. Вообще классно. Мы ожидали, что будет классно, но что так классно мы вообще не ожидали. Прям заряд на всю неделю у нас теперь точно обеспечен.